ребята! Сегодня у нас среда, а это значит, что наступила вторая неделя наших полноценных тренировок по комплексу TG Mix. Это мультифункциональные тренировки, где за все занятие мы будем работать над всем нашим телом. Итак, вы вчера отдыхали во вторник, прошлая наша тренировка была в понедельник, а значит мы с новыми силами готовы к следующему нашему сложному занятию. Почему сложному? Потому что эта неделя, вторая неделя наших тренировок будет уже сложнее. Во-первых, будет 3 круга. Готовьтесь, будет 3 круга смерти, пота, мольбы о пощаде от Тани. В общем, готовьтесь, да. И кардио, конечно, будет тоже посложнее, и все упражнения будут посложнее. Итак, давайте я вам расскажу, что нас ждет на сегодня. У нас будет, как обычно, 5 силовых упражнений, все совершенно новые, и одно кардио упражнение. Итак, первое наше упражнение — это бурпи плюс толчок, 10 повторений. Вроде бы не так уж много, но подождите, они будут очень сложными. Второе упражнение силовое — это пресс плюс жим, 20 повторений. Третье силовое упражнение — присед плюс трицепс. Как обычно, да, мы соединяем несколько групп мышц, 20 повторений. Четвертое упражнение — водитель, я его так назвала, мы будем его выполнять в течение 1 минуты. То есть она будет как бы такое статическое, нам нужно будет поработать 1 минуту, я буду включать свой таймер. И последнее силовое упражнение — это боковые махи, 20 повторений. В качестве кардио у нас будет сегодня выпады в стороны. Они будут не слишком легкие, но мы будем выполнять их уже 3 минуты. То есть в течение 3 минут мы будем выполнять одно кардио упражнение. В качестве инвентаря вам сегодня потребуется 2 гантели удобного для вас веса, коврик и, конечно, водичка. Пожалуйста, не забывайте о разминке перед нашей силовой тренировкой. Проходите по ссылке, хорошо разминайте все ваше тело с головы до пят, и только тогда мы начинаем наше занятие, 4-е занятие TG Mix. Поехали! Итак, давайте приступим к нашей тренировке. Как обычно, мы немножко вздохнем, сделаем выдох и начнем наше занятие. Глубокий вдох и выдох. Итак, начнем. Наше первое упражнение будут вот такие вот прыжки с поднятием гантелей с пола. На самом деле выглядит очень просто, но давайте попробуем сделать 10 раз, особенно если у вас гантели тяжелые, то есть более чем 2 килограмма, то я уверена, что вам будет выполнять не так уж и легко это упражнение. Так, берем наши гантельки, у меня опять же по 3 килограмма, если нет гантелей, берем бутылочки. Становимся перед ними, делаем упор на руки прямые, отпрыгиваем назад и поднимаем гантели. При этом спина у вас ровная, обязательно не горбимся. Опять прыжок и поднимаем. Если вы начинающий, можете делать не прыжок, а просто по очереди отставлять ножки назад и подставлять их обратно к себе. Делаем выдох наверху. Никуда не спешим. Нам нужно сделать 10 качественных раз. Раз, два. Прыжок. Подняли гантели. Делаем такой жим над головой. Выдох. Раз, два. Выдох. Еще. Раз, два. Молодцы. Отставляем гантели в стороны. Хорошенько разогрелись, да? Отдыхаем, восстанавливаем дыхание. Подняли руки, сделали вдох и выдох. Отлично. Меньше отдыхаем сегодня, да? Приступаем к нашему второму упражнению. У нас оно будет очень интересным. Будем выполнять такой жим гантелей лежа со сменой ног. У нас здесь будет работать пресс, в большей степени нижняя его часть. И, конечно же, грудь, если у нас жим гантелей. Итак, я беру свой коврик, и мы будем ложиться на пол. Также нам потребуются гантели. Лучше всего подбирать вес дополнительный гантелей, так, чтобы вы смогли сделать заданное количество повторений. Если вам легко дается упражнение, это знак того, что вам нужно или же увеличивать количество повторений, или же увеличивать дополнительный вес.
Берем гантели в руки, поясница плотно прижимается к полу. Приготовились. Расставили ручки. Выпрямляем ноги. Одну сгибаем и, поднимая ноги, сменяем их, да? То есть ножки у нас еще не касаются пола при этом. Насчет жима все, думаю, понятно. Опускаем локти и выводим гантели четко над грудью. Выдох, выдох. Спокойное дыхание. Старайтесь не запутаться в движениях. На самом деле кажется вроде бы тяжело, но потом понятно. Если при опускании гантелей мы просто опускаем ногу. Когда поднимаем, просто идет смена ног. Нам необходимо сделать 20 повторений. Еще. Молодцы. Опустили гантельки и встаем. Быстрее, да, увеличиваем темп, меньше задерживаемся над упражнением. И третье упражнение, следующее. У нас будут очень интересные такие приседания вместе с выведением гантелей назад. И плюс приседания на одной ноге. Упражнение просто универсальнейшее. Тут у нас работают ягодицы, квадрицепсы, бицепс бедра, трицепс, естественно, если мы отводим гантели назад. Так что очень энергозатратное упражнение. Итак, сделали выдох, приготовились. Давайте сделаем мощный выдох, так чтобы сил хватило, потому что упражнение не легкое. Оно у нас будет длительное. Вроде бы 20 повторов, но оно очень длинное будет по сравнению с другими. Приготовились, сделали упор на одну ногу, опускаемся, спина прямая, становимся в приседании, отводим гантели назад, становимся на другую ножку уже и поднялись. Опять присели, гантели назад, одна нога, опустились, спина ровная обязательно. Присели, гантели, вторая нога, опустились. Вроде бы все понятно, да? Главное, следите за вашей спинкой, пожалуйста. Это очень важно. Опускаемся, выдох, сели. Молодцы. Еще. Один раз, когда мы гантели отводим назад. Не теряем равновесие. Поднялись, присели, назад. Вторая ножка. Другая у нас просто идет на весу. Опускаемся пониже, сохраняя спинку ровной. И гантели поднимаем повыше, прям до параллели с полом. Так, чтобы заработал трицепс. И вообще очень много такой статической нагрузки. Вы говорите многие, что мало упражнений на пресс, ничего подобного. Просто в многих упражнениях пресс работает у нас статически. И вообще я бы не стала слишком много уделять внимания прессу, потому что он во многих упражнениях работает. Вы просто этого не замечаете. Продолжаем. Еще. Опустились, поднялись, присели, назад. Другая нога. Стараемся не сбиваться. Еще. Молодцы. Умнички. Да, это было нелегко. Молодцы. Отмечаем, что у нас все готово. Готовимся к нашему четвертому упражнению. Оно будет довольно-таки интересное. Сейчас вы поймете. И да, мы будем водителями сегодня. Берем, получается, в руки гантель и становимся в упор на стену. При этом у нас положение приседа, да? И в таком положении мы будем рулить 1 минуту. Вроде бы, опять же, кажется, что-то такого сложного. Кстати, да, я побежала за своим таймером. Я вернулась. Такой фокус у меня. Я ставлю свой таймер на 1 минуту. И в таком статическом положении мы будем стоять
целую минуту. Из-за того, что у нас в руках будет гантель, у нас еще будет отличнейшая нагрузка идти на наши руки, на наши плечи. И попробуйте простоять в таком положении минуту, особенно если у вас есть дополнительный вес. Новички, конечно, могут не использовать гантели, могут просто взять с собой бутылочку с водой, но это также будет хорошая нагрузка на ваши руки. Заодно, конечно, у нас еще будут сушиться наши бедра и наши ягодицы. Итак, мы отдохнули. Да, как вы видите, для новичков можно или просто держать в руках бутылку с водой, или также ее крутить, как руль. Итак, я становлюсь в упор на стену. Внимательно смотрите на ваши колени, угол 90 градусов, поднимаем гантель и поехали. Крутим минуту. Я вам скажу, когда остановиться. Я вам скажу, не останавливайтесь до этого. Прям хорошенько поворачиваем гантельку. Представьте, что вы едете на отпуск, на пляж, в бикини, что у вас красивая подтянутая попка, на вас все заглядывается, и вы едете на шикарной машине, кабриолете. И несмотря на то, что у вас сейчас все болит, все дрожит, мы едем на пляж. Красиво загорать, с красивой фигурой подтянутой. Только так будет работать это упражнение. Еще немножко терпим. Руки устают, я знаю, руки очень устают. Так же, как и ноги, все устает, но мы должны терпеть. Еще чуть-чуть. Закроем глаза, если больно. Есть. Молодцы. Первый подходик прошел удачно. Руки, да, почувствовались хорошо. Супер. Размяли плечи, растрясли руки, чтобы снять напряжение. Готово. Отставляем стульчик в сторону, он нам не нужен. Готовимся к пятому упражнению. И пятое упражнение будет выглядеть таким образом. У нас будут выпады назад вместе таким заворотом гантели над головой. Таким образом у нас, конечно же, будут работать ноги вместе с ягодицами, и отводя гантель назад, у нас будет хорошо задействоваться широчайшие мышцы спины и, в общем-то, ручки. Так что очень хорошее упражнение. Готовимся, отдыхаем. Я знаю, что руки сейчас устали, но мы должны добивать наши мышцы. Отдыхаем. Глубокий вдох, выдох. Еще разок. Молодцы. И поехали. Наше пятое упражнение. Берем 2 гантельки. Становимся в исходное положение. И поехали. По очереди будем отставлять ноги. Отставили, сразу же подняли гантель над головой, вернулись, и вторая рука. Если у вас нет гантели, возьмите в руки бутылки. Кстати, очень хороший вариант, если налить в бутылки не совсем много воды, так чтобы вы смогли их сжимать ручками. Так удобнее будет их держать. А еще лучше, если вы привыкли с литровыми бутылками с водой заниматься, то можно просто насыпать туда песка и немножко залить воды. Так они станут еще тяжелее. Такой вот маленький советик. Продолжаем наше упражнение. Наклоняйте руку, не просто поднимайте над головой, а немного ее наклоняйте, как бы заворачивая. Еще. У нас 20 повторов. Молодцы. Сделано. Поставили гантели, отдыхаем. Умнички. Наша 5 силовых упражнений сделана. Первый круг. И теперь готовимся к нашему кардио. Отдыхаем. Еще раз глубокий вдох. Выдох, опустились, растрясли руки. Поднялись.
умнички. Итак, сегодня у нас будут вот такие вот просто обычнейшие выпады в стороны, даже просто шаги, широкие шаги в стороны. Вроде бы ничего сложного, но мы будем их выполнять в течение 3 минут. Я не делаю слишком большой упор на кардио, так чтобы вы не уставали, поэтому нам важно просто, чтобы наш пульс не падал с зоны жиросжигания. Для этого вот такие вот кардиоупражнения я придумываю. Не слишком сложные, не слишком легкие, средний уровень, но опять же, все впереди. Готовимся. Встали в центр и будем сейчас делать выпады. Немножечко пригинаемся, как видите, я не слишком пригинаюсь, просто полусогнутые ноги, и мы шагаем, широкие шаги выполняем в стороны в течение 3 минут. Руки можете просто перед собой держать, так как вам удобно. Можно такие маленькие ударчики поделать, так как вам хочется. Опять же, уровень подготовки совершенно у всех разный. Я даю вам базу, то есть как можно делать упражнения. Вы можете что-то добавлять, что-то убирать, что-то делать сложнее, какой-то дополнительный вес брать другой. Поэтому все зависит только от вас, а я вам просто даю некоторые советы. Шагаем, шагаем. Пресс подтянут у нас. Шаги пошире. Еще минута. Продолжаем. Еще. Не отстаем. Это уже не 2 минуты кардио. 4-я неделя у нас отличается именно тем, что у нас 3 минуты. Немножечко сложнее. И еще немножко. Нам осталась минута. Не отстаем. Я знаю, что устали. Ноги потом каким-то образом должны остановиться. Дыхание спокойное. Не останавливаемся. Еще. Смотрим перед собой, голову не закидываем. Ноги уже начинают гореть, правда? Вот вам и обыкновенное кардио. Еще чуть-чуть. Пару секунд. И стоп. Умнички. У меня прям буквы зашатались. Молодцы. Отдыхаем. Я выключаю свой таймер. Восстанавливаем дыхание. Сделано. И нам остался еще один круг. Мы молодцы. И попьем немножко водички. Пару глотков. Давайте совсем немножко отдохнем и приступим к нашему второму кругу. Глубокий вдох, подняли руки, опустили. Опускаемся. Молодцы. Итак,
Приступаем к нашему первому упражнению. Мы его помним хорошенько. У нас 10 повторов прыжков бурпи с поднятием гантелей. Поставили ручки, прыжок, подняли гантели над головой, выдох. Опустили, прыжок, подняли гантели. 2. Опустились. 1, 2. 3. 1, 2. Быстрее. 4. Спина ровная. 1, 2. Встали устойчиво, подняли. 5. 6. 7. Еще чуть-чуть. 8. 9. И последний раз поставили руки. 1, 2. И подняли гантели. 10. Умнички. Молодцы. Откидываем гантели. Пару секунд на отдых. Восстанавливаемся. И переходим ко второму упражнению. Мы его помним, да? Возвращаем наш коврик. У нас будет жим гантелей и будет работа пресса. Приготовили свое рабочее место. Ложимся на спину, берем гантельки. Приготовились морально. У нас 20 повторов, помним, да? И приготовили ноги. Подняли гантели, сменяем ножки. 2, 3, опускаем ноги. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, еще 11, 12, 13, 14, 15, 16, еще 17, 18, 19 и последний 20. Умницы. Положили гантели, отдохнули. Встаем. Не расслабляем булки там, не лежим пол тренировки. Встаем и приступаем к третьему упражнению. Я думаю, вы хорошо его помните. Оно одно из сложных. Да, у нас будут приседания с отведением рук с гантелями, наклоны на одной ноге. Все в одном, все самое сложное, все в одном. Отдохните немножко. Берем гантели и поехали. Становимся. Для начала у нас будет упор на одну ногу с наклоном. Приготовились и поехали. Опустились, спина ровная, выдох, стали в присед, отодвинули гантели. Вторая нога, наклонились, встались. И обратное движение. Подняли, опустились. Это у нас 3. Опустились. 4. 5. 6. У нас 20 раз, помните, да? 7. Руки выше. Опустились. 8. Спина ровная, не забываем. 9. 10. 11. 12.
12. Чувствуем трицепс. 13. 14. Еще 15. Еще немного. 16. 17. Держим равновесие. 18. Встали, присели. 19. Опустились и последний раз. Сели. 20. Встали. Молодцы. Умнички. Отдыхаем. Еще немного осталось. Да, теперь наше 4-е упражнение, наш автомобиль, который сейчас нас будет вести на другой пляж. Давайте отдохнем перед этим. Глубокий вдох, выдох. Еще раз вдох, выдох. Умнички. И отставляю свой стульчик. Беру одну гантель. Если нет гантели, опять же берем бутылочку с водой, любой предмет. Я ставлю свой таймер на 1 минутку. В принципе, если у вас гантель на 3 килограмма, то 1 минута это прям идеально, мне кажется, для такого упражнения. И поехали. Становимся сразу быстренько. Спина плотно прилегает к стене. Опять же, приседания. И пару лилий. 1 минута. Темп примерно такой же, как у меня. Раз, два, раз, два. Дыхание спокойное, ровное. Животик поджимаем. Напрягаем все ваши мышцы. Смотрим перед собой. Можно побибикать, поругаться на соседних автомобилистов, которые можно поругаться на разных водителей, которые едут рядом с вами. В общем, не думайте о том, что вы сейчас выполняете упражнение, чтобы вся боль от упражнения как бы не лезла вам в мозги, а просто думайте, что действительно вы едете на машине. Еще немножко. Я знаю, что очень устали, но давайте доделаем. Совсем чуть-чуть. Уже на повороте. Еще пару метров. И есть. Есть. Мы доехали. Наконец-то. Я надеюсь, вам понравилось это упражнение, потому что оно очень хорошо прорабатывает все мышцы, ваши руки, все ваше тело полностью. Вроде бы эстетически напрягаются ваши ноги вместе с ягодицами, но также работают очень хорошо ваши руки вместе с плечами. Просто отличнейшее упражнение. Разминаем ваши плечики. Умнички. У нас осталось 5-е силовое упражнение. Готовимся, отдыхаем. Глубокий вдох, выдох. Еще раз вдох. Опустились с выдохом. Молодцы. И берем наши гантели, вспоминаем наши выпады с выведением гантелей наискосок. Итак, поочередно уходит нога назад, и гантель идет в таком косом направлении. При этом корпус остается ровным, просто отводим гантель над головой немножечко косо, то есть на уровне противоположного плеча.
У нас будет 20 повторений. 10, 11, 12, 13, 14, еще 15, 16, 17, 18, 19 и последний 20. Умнички. Отложили гантели. Немножко растрясли руки. Осталось совсем немножко. Отдыхаем. Еще чуть-чуть. Восстанавливаем дыхание. Готовим свою энергию для кардио. Помним, да, у нас 3 минуты. Выпады в стороны. Шаги широкие. Я ставлю свой таймер. Вы готовитесь. И поехали. Становимся в изначальное положение. Руки опять же могут быть перед собой. Начали. Выпад в сторону, в другую. Веселее, энергичней. Понимаем, что нам осталось совсем немножко. Насчет того, сколько калорий сжигается в данной тренировке, вообще в любой тренировке. Мне кажется, это просто бессмысленно считать, нет какой-то определенной формулы для этого, хотя их много существует. Я бы сказала так, что все индивидуально, опять же, может вы начнете ругаться: Таня, как же это индивидуально, я могу рассчитать. Мне кажется, что все-таки это индивидуально, потому что у всех скорость метаболизма разная, у всех выносливость разная, поэтому для кого-то такие упражнения покажутся очень энергозатратными, для кого-то не очень, потому что, возможно, он к ним привык. Поэтому лучше выполнять тренировки, чем сидеть на диване и смотреть, как Таня их выполняет. Да, вот такой вот маленький советик. У нас осталось еще 2 минуты. Мы шагаем. А я вас пока немножко развлеку. Да, можете помогать себе руками. Глубоко дышим. И да, так что 5-я тренировочка совсем скоро будет. Не забываем об этом. В пятницу, как обычно, вас ждут новые тренировки с новыми упражнениями. Опять я буду стараться вас чем-то удивлять. На самом деле в этом комплексе я постаралась собрать все свои идеи, которые накоплены были за годы мучений. Так что, надеюсь, вы что-то новое да узнаете. И главное, прочувствуйте свои мышцы по-новому. Руки можете поставить на пояс, если устали. Шаги широкие, не забываем. Еще минутка осталась. Давайте дотерпим еще немного. Бедра горят, ягодицы горят. Сейчас все отвалится. Я знаю, девчонки, знаю, все прекрасно знаю, но давайте доделаем. Такие моменты, когда последние повторы, я себе визуально представляю свой идеал фигуры. Да, дышим, кстати. И когда я свой идеал представляю, потянутые бедра, упругие ягодицы, я просто не могу остановиться. Я доделываю последние повторы просто со слезами на глазах. Это действительно так, потому что я понимаю, что если я их сейчас не доделаю, я не буду довольна собой, и я буду опять жалеть, что я просто проленилась где-то. Поэтому всегда в последних повторах думайте о том, какой бы вы могли стать, если бы доделали это последнее повторение. Еще чуть-чуть осталось, пару секунд. Шагаем, шагаем, шагаем. И стоп. Молодцы. Умнички. Просто умнички. Что еще сказать? Я останавливаю свой таймер. Отдыхаем. Восстанавливаемся. Супер.
Ну что ж, мы молодцы. Мы сегодня сделали 2 круга. И, конечно же, мы заслужили, чтобы попить водички. Молодцы. Отдыхаем. Готовим еще немножко энергии для 3-го круга. Осталась уже меньшая половина нашей тренировки. Поэтому вы должны прочувствовать теперь всю мощь моего комплекса, потому что все-таки я готовила серьезные, сильные тренировки для вас. Первые 3 это было такое как бы предисловие, вступление к нашим тренировкам. Поэтому сегодня вы должны действительно прочувствовать все ваше тело. Пот должен литься 3 ручьями, поэтому готовимся. Поехали. Берем наши гантели, ставим их перед собой и вспоминаем, да, прыжки с поднятием гантели. Ставим ручки, поехали. Энергичней. Я знаю, что у вас еще осталась какая-то энергия. Подняли. 2. 3. Старайтесь сделать качественное упражнение. 4. 5. 6. 7. Еще. Подняли. 8. 9. 10. Молодцы. Что я имею в виду под словом качественно, то есть вы исполняя так же само, с такой же техникой, как первый повтор. Если вы чувствуете, что вы не можете выполнять такой же техникой, мне кажется, в данном случае лучше или отдохнуть, или просто вы поймите, что для вас сложно 3 круга. То есть выполняйте 2 круга, ничего страшного. Со временем вы привыкнете и сможете выполнять эту тренировку именно с такой же мощности, как я вам и предлагаю. Поэтому лучше следить за своей техникой, это в первую очередь главное. Не длительность тренировки, а именно качество ее. Так, я заговорилась, у нас второе упражнение. Мы берем гантели в руки и вспоминаем, да, у нас пресс вместе с жимом. Собираемся с духом, готовимся. Приготовили гантели, ножки и поехали. Меняем ноги и выжимаем гантели вверх. 3, 4, выдох, 5, 6, 7, ноги не бросаем, 8, 9, 10, еще. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, последний, 10. Опустили гантели, медленно встаем, немножко отдохнув. Я знаю, что уже просто сил, уже последние капли, но опять же, нужно доделать. Умнички. Вам уже, наверное, настолько страшно стало, что будет дальше. Мне здесь, честно, самой страшно. Но на той сложной тренировке. Если мы не будем делать прогресс в тренировках, мы так и будем стоять на месте. Фигура будет стоять на месте. Молодцы. Готовимся. Глубокий вдох, выдох. Так, второе упражнение сделано. Готовим наше 3-е упражнение. Наше любимое, да, длительное упражнение. Итак, встали, гантели в руках, приготовились, опускаемся, присед, гантели, это был 1, опустились, спина, следим, 2,
Опустились. 3. 4. Следим за коленями, не забываем, да? 5. Носки в стороны тоже. 6. Выдох. 7. 8. Мощный выдох. 9. 10. Еще. Нам нужно сделать 20. Раз. 2. Со всех сил. 3. Выше руки. Поднялись. 4. 5. 6. 7. 8. Опустились. Встали. 9. И еще один раз. Еще один. Поднялись. Присели. Подняли гантели. 20. Умнички. Вы просто герои. Молодцы. Молодцы. Размялись немножко, сняли напряжение. Еще немного. Еще немножко до конца. Еще около 10 минут. Мы выдержим эти 10 минут, 100%. Отдыхаем, набираемся сил. Вспоминаем нашу дорогу. Давайте сегодня поедем не на пляж. Давайте, наверное, сегодня поедем в ночной клуб. Оденем красивое обтягивающее платье. Я ставлю себе минуту на нашу дорогу, как обычно. Берем наш красный руль. Или у кого-то руль из бутылки. Ну, кому как нравится больше. Одеваем наше обтягивающее платье, садимся в нашу карету с откидным верхом, беремся за наш руль и поехали. Включаем любимую песню, едем с ветерком, ни о чем не думаем, думаем только о том, как все будут восхищаться нашей фигурой, думаем только о результате. Следим за нашими коленями, опять же. Как вы упираетесь в спину, она у нас плотно прижата к стене. Следим за этим. Голова также ровная. Терпим, терпим. Я знаю, что уже очень устали. Уже со всех последних сил мы уже доезжаем до этого клуба ночного. Еще немножко. Веселее. Просто закройте глаза и со всех сил, как будто это не вы, а как будто на автомате уже кто-то делает. Просто со всех сил. Еще немножко. Еще чуть-чуть. Есть. Боже ты мой, встаем. Я надеюсь, вы не упали. У меня какие-то силы остались на то, чтобы встать. Хотя уже все болит. Просто все болит. Молодцы. Давайте отдохнем. Руки уже как сосиски, если честно, болтаются просто так. Отдыхаем. Нам осталось совсем чуть-чуть. Одно силовое упражнение и кардио. Это не так уж и много, хотя у меня руки дрожат. Молодцы. Отдыхаем.
Еще немножко. Походите в сторону. Глубокий вдох, выдох, выдох. Готовимся к нашему 5-му упражнению. Помним, да? Выпады с отведением гантели в сторону, да? Над головой. Приготовились и поехали с ветерком. Встали. 2, 3, 4, 5. Энергичней. 6, 7. Следим за коленом. 8, 9, 10. Еще столько же. 1, 2, 3. Гантель над головой. 4, 5, 6, 7, 8, 9 и последний. 10. Стали ровно. Молодцы. Умнички. Отдыхаем. Осталось совсем немного. Наше кардио упражнение. Давайте его доделаем. Я очень верю, что у вас остались силы. Давайте отдохнем хорошенько. Силы нам еще потребуются на 3 минуты. Потом вы уже бессильно просто упадете на пол. Выдох. Подняли руки. Выдох. Молодцы. Я включаю свой таймер. У нас будет 3 минуты. Я знаю, что вы будете в полуобмороке заниматься, поэтому я вас опять сейчас буду чем-то развлекать, рассказывать вам какие-то сказки. Итак, встали в центр. Поехали. Наклоняемся, широкие шаги, не забываем, не просто мельтешим на месте, а именно делаем широкий шаг. Немножко приседаем, колени с полусогнутые, руки перед собой. Дыхание спокойное, пресс прижат. Не забываем, да? По поводу тренировок, что могу сказать? В течение того, как я снимала этот комплекс, он у меня уже полностью снят, 12 тренировок, я не ходила в тренажерный зал. Я решила, что я буду в этот месяц заниматься дома. И что вам сказать? В тот момент как раз я немножко сушилась, правильно питалась. И я вам хочу сказать, что я скинула спокойно около 3 килограмм. Для меня это много считается, потому что у меня и так не так уж и много лишнего веса. Я как раз именно скинула жировую прослойку. Поэтому я очень довольна результатом. У меня именно подтянулось все, что я хотела. Ушла жировая лишняя прослойка. Так что невозможно не иметь результатов после этого комплекса. Особенно если вы следите за своим питанием. Я еще раз вам говорю, что тренировки – это около 40% вашего успеха. В некоторых случаях может быть и 30%. Это не все. И, кстати, нет неэффективных тренировок. Бывает просто эффективная лень, если так сказать. Поэтому в первую очередь следите за вашим питанием. А тренировки – это как бы такое дополнение для подтяжки вашего тела, для подтяжки вашей кожи, укрепления ваших мышц и вообще здоровья. Потому что я не помню, когда я последний раз болела, честное слово. И то я болею, когда меня кто-то заразил. Поэтому занимайтесь, девчонки, и это вам принесет громаднейший результат. И всегда помните, что лень, она только убивает ваши результаты. Поэтому очень и очень важно заниматься регулярно. Так, я наболтала вам на 2 минуты, у нас еще 1 минутка. Ставим руки на пояс, если устали. А я думаю, что вы устали после целого комплекса. Мы занимаемся с вами 50 минут. 50 минут. Вы можете это себе представить? Если вы сейчас со мной, я бы могла вам пожать руку. Вы просто молодцы. Еще немножко. Я обещаю, еще совсем чуть-чуть.
веселее. Я знаю, что у вас еще немножко хорошего настроения осталось. Дышим спокойно. Животик подтягиваем. Совсем чуть-чуть. Еще. И у нас осталось 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Стоп! Наконец-то мы это доделали. Мы просто герои. Умнички. У нас готово 3 круга. Мы сегодня просто отличные молодцы. Часовая тренировка позади. Давайте восстановим наше дыхание, отдохнем наконец-то. По поводу заминки хочу вам сказать, что выполняйте ее сразу же после этой тренировки. Просто восстановите ваше дыхание и потом, разогревшись, ваши разогретые мышцы необходимо будет потянуть. Так будет крепатура меньше, все будет меньше болеть на следующий день. И это будет очень полезно. Пьем водичку и благодарим себя за тренировку. Ну что, ребят, я очень надеюсь, вам понравилось сегодняшнее занятие. Я надеюсь, вы хотя бы заметили, что сегодняшнее 4-е занятие было сложнее, чем наша первая неделя тренировок с комплексом TG Mix, что упражнения были сложнее и вообще мощность тренировки была гораздо выше. Очень надеюсь, что вы выполнили ее вместе со мной до конца. Пишите ваши впечатления в комментариях, вообще, как вы себя чувствуете после таких тренировок. Я очень надеюсь, что вы ощущаете свой организм, то есть следите за своим самочувствием, следите за своей техникой, потому что это очень и очень важно. Обязательно теперь сделайте заминку после нашего занятия, чтобы результат от тренировок был еще лучше. А мы теперь с вами встретимся в следующей тренировке. Это будет в пятницу. Она будет не менее легкой. Вас ждут новые сложные упражнения. И запомните, регулярность – это самое главное в наших тренировках. И результат будет вам гарантирован. Спасибо большое за внимание, что занимаетесь вместе со мной. Скоро встретимся. Пока!